Всем привет! Сегодня вам покажем немного Пхукета, Бангла-Роуд, пляж Патонг, перелет в Санкт-Петербург, наши первые впечатления после прилета, а также какие у нас планы на будущее. Ну что, поехали! Ну что, у нас начинается заключительный день в Таиланде. Мы сейчас в Пхукете, и такое ощущение, мы идем не по Пхукету, а по Паттайе. Это впечатление от таких вот вывесок. Видите, у дяди Юры. Это вот вторая Паттайя, можно сказать. Здорово бы, если этот ресторан бы работал, и тут можно было расплатиться в рублях. Было бы, конечно, классно. Вон, видите, борщ, соляночка, куриный суп. Даже сало есть. 70 бат всего. Причем оформлено как пицца. Холодец и так далее. Но сейчас все закрыто, поэтому идем дальше. У нас сегодня план минимум — это сделать так, чтобы наша банковская карта все-таки работала, оплата онлайн. Также можно было расплачиваться в магазине, потому что мы изначально оформляли карту именно ради этих двух вещей. Заодно покажем вам немного Пхукета, какой он летом. Как видите, сейчас немного пасмурно. Ночью, всю ночь лил дождь, прям довольно сильно так стучал по крыше. Мы там на 3-м этаже, сверху только крыша. Раз 4 просыпался, думал, да что ж он целый день будет идти, оказывается нет. Мы идем по второй улице, многие уже узнали, как она выглядит. Байк мы решили уже не брать, потому что, а зачем нам нужен байк? Мы тут пройдемся буквально 1,5 километра до Банглы, там по пляжу, может, на квадрокоптере еще полетаем. И все. И у нас довольно ограниченный бюджет. Да и как-то попасть на ДПС можно очень легко. Последний день не хочется испортить нашу статистику. А я напоминаю, мы за 7 месяцев ни разу не оплатили ни один штраф в ДПС. Поэтому мы хотим с этой статистикой уехать. Можно увидеть такие вот магазинчики, тай-массаж, 7-Eleven. Все работает, все функционирует в полной мере практически. Когда мы на Крабе ходили, делали обзор в Аунанг, там каждый второй прилавок был вот эти вот костюмы. Нам в комментариях писали, что на Пхукете их тоже много. А я такой вспоминаю, не мог вспомнить ни одного прилавка. Вот все-таки нашел. Вот эта улица, там очень красивый асфальт, он покрашен дельфинами. И наш любимый с Машей магазин Ватсон. Мы там покупаем всякие БАДы, витамины, косметика и все остальное. Там очень хорошего качества. Там точно будет все проверено, в отличие от других тайских таких сомнительных магазинов. Вот так вот байк лучше не ставить на 2-й, 3-й и 1-й улице, потому что тут не предназначено для мотоцикла, и могут подъехать ДПСник и выписать штраф. Даже забрать на штрафстоянку я как-то один раз поставил. Подъехал автомобилист и сказал, что типа так нельзя делать, будет большой штраф. Самое, что интересно, смотрите, даже на магазине Ватсона есть значок вот этот вот VAT Refund. Если у вас покупка больше 5000 бат, вы сможете вернуть НДС. Это там от 5 до 7%. Это очень даже неплохо. Вот знаменитые тайские такси, которые с музыкой, с ветерком вас довезут. Тайский массаж. По ощущениям, все как и было в феврале, когда мы приезжали, прямо огромного количества туристов, которые сейчас заполонили по новым правилам. Тут не видно, но людей, конечно же, больше, чем было там в октябре, в ноябре. Но, опять же, мы идем днем и не по самой такой туристической улице. По ней мы пойдем чуть-чуть позже, уже включимся где-то вот там. Вот мы подошли уже более туристические места. Бар, ресторан. Видите, с тиграми он работает. Вечером тут более оживленно, где-то часов 6-7 тут уже открываются вот эти все прилавочки, и тут более шумно. Смотрите, рыночки открыты в полной мере. Можно купить разного рода сувениры и все остальное.
Мы сейчас подходим к тому самому месту, с которого началось все наше путешествие, вся эта зимовка в Таиланд. Ровно 9 октября 2021 года мы сюда приехали и заселились именно в этот отель. Вот этот самый отель, в который мы заехали 9 октября 2021 года. Жили на 17 этаже. Кто смотрит нас с самого начала, началось все именно тут. Мы вам показывали подробно все, как у нас происходила зимовка. Мы делились всякими нашими наблюдениями и так далее. Да, прям смотришь, такая ностальгия. Вот отсюда выходили и шли в 7-Eleven, который находится вот тут вот. Машина, которая зазывает покупать дешевые фрукты, видите, 4 по 100, это, наверное, 4 килограмма по 100, это лайм. Там также есть манго. Нам на Пхукете всегда не везет с погодой, что-то как мы не приедем, все время облачно. Ну, с одной стороны, это плохо, потому что картинка не очень хорошая, с другой стороны, хорошо, потому что не жарко. Пришли в Бангкок-Банк, такое ощущение, тут все закрыто, хотя сегодня понедельник. Неужели очередной тайский праздник? Смотрите, видите, закрыт, хотя сегодня понедельник, 2 часа дня. Мы даже вот прошли Кунгсри банк желтый, который совсем рядом, он тоже был закрыт. Вот мы уже плавно подходим к Бангла-Роуд. По-прежнему все открыто. Он стоит, дежурит товарищ ДПСник, который ждет очередного фаранга. Сейчас сидели у банка, уже все думали, уже это финиш, уже сколько можно. Как вдруг подошел наш знакомый Самуи, мы там виделись, когда снимали сюжет про Будду, и нам рассказал, что у них какой-то праздник был и вчера, и сегодня, и какое-то одно отделение под Джангцелоном функционирует. Сейчас мы идем туда, попробуем, и чтобы нам все открыли. Вот старая добрая Бангла-Роуд. Мы сюда еще вернемся чуть попозже. По-прежнему Джангцелон закрыт, торговый центр, но смотрите, можно спуститься вниз и там что-то доработает. Практически все закрыто, но отделение банка Бангкок-Банк работает, поэтому нам сюда. Активировать онлайн-покупки на карте оказалось целым каким-то квестом, потому что в Таиланде не так, как у нас в России. То есть ты делаешь карту, сразу же там можно оплачивать онлайн-покупки, в магазинах спокойно пользоваться и так далее. А здесь для того, чтобы это все иметь, нужно прийти специально в банк, либо позвонить и все это организовать себе. Позвонить у нас не получилось, потому что вот эти вот 2 дня, сегодня и вчера, мы несколько раз звонили, и нам говорили, что все операторы заняты, поэтому перезвоните, пожалуйста, позже. В итоге у нас деньги на телефоне закончились, и мы решили приехать как раз-таки в банк и в отделении уже попросить нам все сделать. Вот, девушка в итоге позвонила за нас, и она, собственно, большую часть за нас и сделала, потому что, у нас там уже непонимания возникли в конце. А также, если ты покупаешь новый телефон, то обязательно нужно прийти в банк и поменять пароль и активировать интернет-банкинг на этом новом телефоне, иначе за границей, то есть у нас дома в России, уже ничего у тебя не будет работать. Также мы еще отключили такую функцию, как Супер СМС, так как у нас оповещение по СМС-кам, она у них первое месяц бесплатно, дальше уже платно идет. Для этого тоже нужно прийти специально в банк, подписать кучу бумаг каких-то. У меня такое ощущение было, что мы сейчас подписывали не отключение Супер СМС, а отключение, в принципе, счета. Я уже испугалась, в какой-то момент говорю, это точно отключение Супер СМС? Он такой, да, это отключение Супер СМС. А так бы мы платили, получается, каждый месяц, непонятно вообще за что. Вот, и самое крутое, что мы все это сделали благодаря нашему одному подписчику, которого мы совершенно случайно тут встретили. Нашего подписчика зовут Витя, который нам сказал, что вот в Джангцелоне как раз-таки открыт банк, и прям инструкцию нам целую выдал, как сделать все, что нам нужно. Спасибо ему огромное. Мы все сделали. Ну вот мы успели еле-еле забежать, потому что начался сильнейший дождь, как видите.
такая вот погода летом. Не знаю, каждый день или нет, потому что мы вот буквально на 2 дня заехали на Пхукет, но тем временем на Самуи все солнечно мы смотрели. И мы зашли в тот же самый бар, где мы были 9 октября. В этот же день, когда мы только приехали, заселились, получили ответ. Мы пошли поздним вечером в бар, который называется... PS ресторан. Да, вот он, PS Hotel, PS ресторан. Тут же мы сейчас будем есть примерно то же самое. Хотя не, Маша что-то заказала там. Маша все заказала мидии. Устрицы все Маша заказала. В Таиланде на самом деле устрицы пробовать и в принципе есть это очень классно. Почему? Потому что здесь одна устрица стоит всего лишь 50 бат. Это получается чуть больше, чем 100 рублей. То есть 3 устрицы будет там в районе там, 400 рублей, наверное. Вот, а допустим 6, там 12 устриц там тоже будет по сравнительно невысоким ценам, потому что у нас в России как бы устрицы подаются только в супер дорогих ресторанах, и стоят они, конечно же, тоже супер дорого. То есть там 3 устрицы, не знаю, пару тысяч, наверное, точно будет стоить. Если брать там 12, то это уже там 5 и так далее. Поэтому нужно пользоваться моментом и есть вкусняшки. Причем самое классное, что устрицы здесь не вот такие, знаете, вот маленькие есть, а вот они вот такие большие. А как раз таки вот у нас, да, в России в ресторанах они продаются вот как самые дорогие, либо по средней цене. На самом деле очень вкусно. И еще если будете на рыбном рынке, то можно еще попробовать запеченные устрицы. Это прям супер вкусно, это чистый белок, и это прям стоит попробовать. Смотрите, сколько морепродуктов здесь в Паттайе. Я уже, конечно, половину съела, но тем не менее здесь их прям очень много, потому что очень часто бывает, Паттай закажешь, причем за такую же цену, он тут стоит 80 бат, и там буквально 3 маленьких креветочки. А тут прям очень много, поэтому в очередной раз мы рекомендуем это же место, PS ресторан. Мы забежали напоследок на Бангла-Роуд. Сейчас 5 часов вечера, потихоньку она начинает оживать. Рыночек уже вовсю работает, как видите. Tiger Night Club, конечно же, работает, как и в феврале, когда мы тут ходили. Сейчас прошел дождик, поэтому немного мокро. Девушки уже начинают свою работу. Когда иду по этой улице, все время ощущение, как будто бы только-только что приехал, такой вот свежевышедший из самолета турист. Типичный отдых туриста на Пхукете, Бангла-Роуд, пляж Патонг и какой-нибудь тайский ресторанчик. Девушки улыбаются. Сейчас было смешно, такой мужичок подошел ко мне, говорит: «Коко?» Я говорю: не хочу коко. То есть на Бангла-Роуд можно не только алкоголь, но и все остальное, если, конечно, вам это нужно. Видите, сейчас дождь, скорее всего, снова нас накроет, поэтому пойдем дальше. Девушки сидят, ждут своих принцев, наверное. Ну и все, сейчас буквально снимем чуть-чуть пляж, покажем, как он изменился, нет. Макдональдс. Вот мы пришли и на пляж, там уже видно, кто-то на парашюте вовсю летает. Как в старые добрые времена, когда не было никаких странных ситуаций в мире. Видите, сколько машин, мотоциклов, не проехать, не пройти. Несмотря на то, что сейчас не очень такая погода для пляжа, многие, наверное, пришли на закат или просто посмотреть. Прям, конечно, день и ночь.
То, что мы видели там в октябре, ноябре, феврале, сейчас людей намного больше. Сейчас сильнейший отлив, как видите, и большая волна. И особо никто, конечно же, не купается в такую погоду. Я думал, сегодня скупаюсь напоследок. Но нет, максимум ноги помочу, да и все. Вот такой вот пляж на данный момент. И, конечно, парашютист летит. Тем не менее, туристы, вот, которые купались, видно, это первый-второй день их приезд, судя по белой коже. Говорим это мы, которые уже темные, наверное, как тайцы стали, наитемнейшие. Мне кажется, что я белая. Маше, как любой тайке, кажется, что она белая. Иду по пляжу Патонга, и какой-то такой запах не очень приятный. Вот такой же был на Паттайе, когда я ходил вдоль Джамтьена, по-моему, так называется. Я удивлен, потому что в октябре-феврале был абсолютно приятный такой морской бриз, соленый, а вот сейчас вот его не чувствую, чувствую какой-то неприятный запах, непонятно, с чем это связано, но надеюсь, что это ненадолго, это буквально вот просто я один день пришел, такой запах, потому что очень не хочется, чтобы пляж Патонг снова становился максимально грязным, максимально непригодным для купания. И еще что очень бросается в глаза, что практически уже я вот за то время, которое я находился на пляже, я не встретил ни одного русскоговорящего человека. В основном из арабских стран, конечно же, европейцы, канадцы, американцы. Все, мы уезжаем с этого места, в котором прожили ровно один день. Стоимость была 500 бат. Чемоданы уже готовы, едем в аэропорт. Сейчас мы получили возврат НДС на покупку, которую мы совершали. Это своеобразный аналог tax-free, только в Таиланде. Называется он VAT Refund. Для того, чтобы его получить, во-первых, мы уже рассказывали, что нужно взять специальный чек, когда вы покупаете товар. А во-вторых, когда вы приходите уже в аэропорт, сначала перед регистрацией вы подходите к стойке, где написано VAT Refund. На этом чеке, который вам дали, там обязательно должна быть печать поставлена. После этого вы идете уже регистрироваться на рейс. После регистрации вы уже проходите паспортный контроль, сдаете свои вещи, проверяете все. Потом дальше вы уже ищете снова вывеску VAT Refund. И дальше вы даете свой чек, показываете свой товар, и вам возвращают деньги. Причем самое классное, что в Таиланде можно вернуть как тайскими батами, так и долларами. В аэропорте Пхукета ничего нету прям сверхъестественного, но тем не менее есть такая цивилизация. В отличие от того же аэропорта Самуи, который мы вам показывали, когда мы летели в феврале.
Ну что, мы уже идем на посадку. Прощай, Пхукет. Так долго мы еще не были в зимовке, это первый раз. И прям уже уезжаем, как будто бы с родины, погостить в другую страну. Нас решили покормить. На этот раз курица с рисом, булочка, еще какое-то мясо, смузи, вода и масло обязательно. Смотрим, конечно же, фильмы на английском, на русском. Обычно мы в это время уже спим, но ничего страшного. Смотрю фильм «Матрица», и у меня вдруг появился инсайт, о котором я вам расскажу чуть позже. Ну, аэропорт Дубая мы особо долго показывать не будем. Тут все без изменений. У нас уже есть видео с этого аэропорта. Все красиво, красочно. Все бренды, компании, которые вы только хотите, тут все присутствует. И Gucci, и Louis Vuitton, Adidas и все остальное. Есть даже Victoria's Secret. Что мне нравится, что тут есть специальная курительная комната. Причем вот я стою буквально в 2 метрах от нее, я запаха курения абсолютно не чувствую, что, конечно, здорово. Единственный минус в том, что тут очень холодно. Такое ощущение, кондиционер сделали на минус. Мы спали где-то часа 2 и очень замерзли. Значит, хотим выйти на улицу. Мы с Машей впервые сели в что-то современное за последние, сколько там, с октября 2021 года. Вот мы едем в дубайском каком-то таком вагончике. Я думал, будет что-то красивое, как в Сингапуре, когда приезжаешь в фонтан или еще что-то. А тут просто как в метро проехали, качаясь в темноте. Мы уже переместились в другой терминал. Тут чуть покрасивее, посимпатичнее. Все, заключительный маневр. Ну что, мы уже в Питере, уже немного так адаптировались. Самое первое, то, что я на борту самолета сказал про инсайт, когда смотрел фильм «Матрица». В тот момент у меня было дежавю. Ведь я тоже 15 лет назад ходил на работу в будние дни, и у меня была жизнь как день сурка. И в один момент я захотел все изменить, когда узнал, что, оказывается, можно жить по-другому. Сейчас мы с Машей показываем «Матрицу» другой жизни. Ведь именно в путешествиях чувствуешь, что действительно живешь. А сейчас расскажем про нашу адаптацию в Питере. Ведь она, как всегда, проходит очень болезненно. От перелета мы восстанавливаемся буквально там день, 2, 3. Но вот именно от смены страны, когда были тропики и вдруг попадаешь вот на северные широты, занимает недели 2-4. Потому что хоть в Питере и лето, но все-таки это питерское лето. И еще всегда, когда приезжаем в Питер, появляется такой небольшой спад в настроении. И немного даже заболеваем. Потому как, находясь в другой стране, жизнь прям кипит, и мы чувствуем, что живем на полную катушку. А в Питере она, к сожалению, как будто останавливается. Такое ощущение, как будто бы попал в прошлое. Еще можно сравнить с играми. В другой стране это какая-то новая игра, в которой ни разу не играл, а Санкт-Петербург это старая, давно знакомая игра, в которой в принципе нет ничего нового. Какие у нас планы на ближайшее время? Мы еще полгода назад планировали немного покататься по Европе летом, но сейчас эту идею мы, конечно же, отбросим на потом. В ближайшее время у нас есть желание показать вам Питер. Причем показать его не глазами туриста, а глазами тех, кто тут родился и прожил большую часть времени. Мы снимем буквально 1-2 серии и посмотрим, какой будет отклик.
Надеемся, что вам понравится. Также у нас в ближайших планах есть доделать наш многострадальный ремонт нашей квартиры. И, скорее всего, мы ее будем сдавать зимой, когда будем уезжать на наши очередные зимовки. Поэтому вам покажем, что было и что стало, сильно не углубляясь, конечно же, в подробности. А далее, как всегда, перед отлетом будем снимать всю нашу подготовку. Все, что касается билетов, визы, страховки, ну и так далее. А сейчас бы мне хотелось выразить огромную благодарность тем, кто смотрел наше видео, кто подписывался и комментировал. По сути, мы путешествовали вместе с вами. Для нас это был первый опыт, когда мы и путешествовали, и регулярно выпускали видео. За время, что мы провели в Таиланде, мы сняли более 65 видео. Ролики выпускались каждую неделю, несмотря на то, что мы там болели, устали, много было работы. Несмотря ни на что, мы продолжали снимать, монтировать и выпускать ролики. Если честно, перед началом этой зимовки мы даже и близко не подозревали, что подпишется такая огромная аудитория. И еще могу сказать от лица меня и Маши, что путешествовать именно в ранге блогера нам понравилось намного больше, несмотря на многие-многие трудности. Было такое ощущение, как будто бы мы путешествуем не вдвоем, а с огромной аудиторией, несколько тысяч наших друзей. Поэтому всегда хотелось поделиться всем происходящим как можно быстрее. Поделиться полезной информацией, поднять настроение или замотивировать. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!